Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на вашего мужчину. Да, давайте посмотрим ваши отношения, посмотрим его ожидания от вас, ваши ожидания, да, и что вообще происходит. Так, сделаем на две позиции. Пока загадываете, если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, давайте начинать с единичек. Двоечек пока уберем. Так, по сигнификации. Что у нас за мужчина? Знаете, очень любит многое выдумывать. Да, прям это болезненно у него. Очень много мыслей в голове, не знает, куда их пристроить. При этом, вы знаете, все они почему-то тревожные. Сам по себе человек очень тревожный по жизни. При этом, знаете, очень многого хочет, да, ставит огромные такие большие цели, но не скажу, что они прям сильно как-то получаются, да, это касается и финансов, да и просто общения с людьми, да. При этом, знаете, человек бывает довольно дружелюбным, да, бывает довольно добрым, по крайней мере, с вами. При этом, знаете, можно даже сказать, что он любит дарить какие-то подарки, да, любит показывать знаки внимания, да, и совершенно не понимает, почему некоторые люди, например, не делают к нему того же. Так, давайте посмотрим реальное положение дел между вами, что происходит. Так, ну вижу, вы здесь глава, в том плане, что руководствуете именно материальной стороной, да, у вас и перспективная хорошая работа, либо бизнес, да, у вас есть и накопление, и здесь, если честно, вы зарабатываете гораздо больше данного мужчины. Конечно, это цепляет очень сильно мужчину, и, если честно, вижу, что одна из причин, главных, да, вашей, скажем так, в ваших отношениях является то, что вы как раз-таки зарабатываете больше, а мужчина не может это воспринять, да, и не может никак понять, как же ему больше зарабатывать, да, потому что, ну, принято так, что мужчина должен как бы больше, да, приносить в семью, а женщина хранительница очага. Ну, по крайней мере, так думает данный мужчина. Конечно, его это довольно сильно обижает, да, потому что получается, что вы как будто поменялись ролями, да, вы мужчина, а он как бы женщина, ну, что-то наподобие этого, да. Поэтому здесь в ваших отношениях вот именно так происходит, да, очень по-странному, скажем так. Так, давайте посмотрим дальше, да, что же вы ждете, да, что ожидаете от этих отношений. Так, ну знаете, вы женщина самодостаточная, да, это, собственно, видно, потому что вы сами неплохо зарабатываете и очень пробивная, да, поэтому здесь, конечно, вам не особо важно, сколько зарабатывает ваш мужчина, вы хотите от него совершенно другого, да, вы хотите ласки, взаимоуважения, взаимопонимания, да, страсти, опять же, да, то есть вы хотите просто, ну, что-то наподобие принца, да, чтобы мужчина за вами ухаживал и как бы все вам давал, ну, помимо материального, потому что материальное и так как бы у вас есть, и вам это не особо значимо. Поэтому здесь ваше ожидание, да, именно чтобы мужчина просто был с вами, да, чтобы он вас любил, чтобы он за вами ухаживал, чтобы он вас именно понимал, понимаете, потому что все-таки сами посмотрите, действительно, вы уже многое сами преодолели, да, поняли, и здесь вам не хватает именно близости, понимаете, именно близости, именно, по сути, любви. Так, его ожидания. Ну, вот прямо зацепился за эту проблему с этими деньгами. Знаете, из положительного, да, его ожиданий. Тоже хочет любви,
Да, собственно, поэтому он с вами и сошелся, да, потому что увидел действительно женщину, которую сможет полюбить прежде всего. Уже есть очень много чувств, они достаточно хорошие, да, и страсть при этом присутствует, которую он скрывает, да, но со временем она выйдет, да, вы ее все равно увидите. Но есть вот этот пунктик, конечно, он хочет вас как-то переиграть именно в плане заработка вот этих денежных средств, потому что считает все-таки, что мужчина должен, да, зарабатывать и никак не может понять, почему все в ваших отношениях совершенно по-другому. Понимаете, и это его, конечно, очень сильно задевает, он об этом постоянно почему-то думает, да, ну, парит человека это, понимаете, очень сильно. Поэтому здесь, конечно, в ожиданиях он собирается помимо отношений с вами, да, которые, конечно же, он заканчивать ни в коем случае не собирается, просто ему неприятно, да, по вот этой теме материальной. Он, ну, хочет вас переиграть, хочет, постоянно ищет способы заработать, да, и вот именно удивить вас, что вот принесет там кучу денег, например, либо будет приносить каждый раз кучу денег больше, чем вы. Поэтому здесь, ну, вот такие вот интересные у него ожидания. Так, давайте камень преткновения посмотрим, что мешает вашим отношениям развиваться. Ну, здесь только вот этот денежный вопрос на самом деле. А мужчина сам его себе выдумал, ну, вернее, ему затолкали в голову, видимо, и родители, да, в прошлом, и, в принципе, общество, да, что мужчина глава семьи, понимаете, и здесь это мешает действительно более быть чувственным, более воспринимать как женщину, да, вас, то есть действительно, казалось бы, такая странная, да, проблема, но она действительно является такой фундаментальной в ваших отношениях. Поэтому здесь мешает, ну, действительно, осознание мужчины, что попросту он, ну, на втором, скажем так, плане для него, по крайней мере, именно в заработке, именно в таких вот серьезных, скажем так, вещах, которые общество приняло отдавать именно мужчине, понимаете. Поэтому здесь, ну, это мешает именно больше всего, понимаете. Так, как улучшить ситуацию? Ну, знаете, на самом деле здесь стоит человеку объяснить, что все это не так, да, что даже несмотря на то, что вы как бы больше зарабатываете, нужно менять как бы устои, всякое бывает в жизни, потому что не обязательно, что и у вас будет постоянно, да, вот этот подъем. Может настанет момент в жизни, когда мужчина возьмет эту главную роль на себя. Это ему нужно объяснить, что в отношениях все-таки это не так сильно важно, да, у какого пола там кто сколько зарабатывает, да. То есть, ну, если планируется действительно хорошие, здоровые отношения, да, любовь, которая у вас проследуется, то здесь просто нужна поддержка, да, и действительно нужно больше попросту с человеком разговаривать, да, на эту тему и говорить, что, ну, ничего страшного, сегодня я, завтра ты, да, и это все не так уж сильно значит, да, главное, что человек старается, человек действительно и тоже как бы работает, ну, каждому по сути свое, да, то есть здесь действительно необходимо просто человеку объяснить, да, что к чему, и дать понять, что есть вещи гораздо более важные, гораздо более большие, да, в этом понимании, что все-таки это отношения, да, это не какой-то там бизнес-спарринг, конкуренция, нет, ни в коем случае, да, потому что он считает почему-то именно так, что здесь ему нужно себя вот именно по сути показать. И как только он поймет это, да, что наоборот хорошо, когда как бы и у того денежки есть, и у того, да, и в семье деньги есть, это все замечательно, и можно спокойно жить, да, и действительно строить хорошие отношения, да, и по сути любовь. То есть здесь человеку необходимо это просто показать и объяснить, и тогда он действительно способен поменять свое мировосприятие, на которое, к сожалению, у нас навязано тоже и обществом, и особенно скорее в его случае, да, навязано именно семьей, да, именно близкими людьми. Давайте посмотрим совет.
Так, ну, по совету, знаете, на самом деле довольно гармоничные у вас отношения будут, особенно после, знаете, данного разговора, да, поэтому здесь на самом деле не особо что-то стоит менять, да, помимо отношения данного мужчины как бы к вам, ну, именно в материальном плане. Поэтому здесь все достаточно гармонично, да, просто постарайтесь, ну, во-первых, не упрекать данного мужчину, да, иначе он начнет просто чуть ли не на 6 работах работать, да, чтобы только вас как-то перебить в этих деньгах, понимаете. То есть здесь именно одна гармония, да, действительно стоит с мужчиной очень много разговаривать, да, в остальном у вас все достаточно нежно в отношениях, да, есть взаимопонимание определенное. И, если честно, ну, не увидел я чего-то такого, кроме этой, понимаете, материальной вот такой загвоздки у мужчины конкретно. Поэтому по совету просто с ним разговаривайте, да, и живите как жили, понимаете. То есть не стоит чего-то прям менять, понимаете. То есть у вас действительно все вполне хорошо, и действительно оно, собственно, так и будет идти. Хоть и рутинно, но именно будет развиваться ваше отношение в хорошем плане. Так, давайте переходить к двоечкам. Так, двоечки. Что же у вас за мужчина? Любит мужчина себя показать, при этом только видит свое мнение, очень упорный, да. Здесь даже прослеживается такая черта нарцисса, да, при этом тонкий такой манипулятор во всех сферах, как и на работе, так и дома. При этом, знаете, любит менять этапы работы, да, своей жизни, скажем так, вечно куда-то переходит. Не понравился этот бизнес, идет к следующему, да, то есть вечно все меняет. Что-то не понравилось на работе, взял, уволился, пошел на следующую. Что-то не понравилось, и опять вот так по кругу. Также, знаете, быстро ему все может наскучить, понимаете. Человека в этой жизни должно очень многое удерживать, да, именно заинтересовывать. То есть это вот про данного мужчину. Если нету интереса, нету вот искры в чем-то, да, либо в деле, либо в человеке, он это отпускает, и он это не держит, ему это не нужно. Так, что же у вас происходит? Очень сильная ссора у вас сейчас. Не поняли друг друга совершенно. Вы больше человек, вижу, знаете, за такую стабильность, да, действительно за рутинную, скажем так, жизнь, да, но данный мужчина, он совершенно вас не понимает в этом плане. Ему нужно всегда двигаться, ему нужно всегда менять, он в этом видит действительно смысл. Собственно, здесь больше, знаете, такая, вижу, проблему, да, из-за работы, да, нашел он, видимо, перспективное какое-то место, либо какой-то заработок хороший, и здесь случилось следующее. Он взял и ушел, понимаете, без объяснений, без всего, что-то ему не понравилось, он взял с каким-то скандалом, в общем, разорвал все отношения. Вы этого тоже не поняли, потому что вижу, что у вас с деньгами у двоих проблема существенная, и здесь как бы это был хороший шанс, да, на хорошую работу, на хороший заработок, но, к сожалению, он это упустил, да, по своим вот этим странным таким причинам, да, он это попросту упустил, и теперь вы не знаете, что совсем по сути этим делать, понимаете. Так, давайте посмотрим теперь ваши ожидания. Так,
Но, знаете, судя по тому, что вы ожидаете, вы, конечно, хотите, чтобы он взял себя в руки, чтобы он прекратил быть, знаете, таким, какой он сейчас, да, чтобы он прекратил все это действительно делать. Вы хотите, чтобы мужчина, по сути, взял себя в руки, да, и все-таки нашел стабильное место работы, прекратил вот этим всем заниматься, да, потому что вашим отношениям не хватает именно стабильности прежде всего. Поэтому здесь как бы ситуация довольно очень интересная, да, у вас действительно у вас ожидания просто находятся, знаете, вот на уровне поиска вот этой вот именно стабильности в мужчине, а он же хочет пробовать в этой жизни все, да, и работу пробовать постоянно новую, и куда-то вечно двигаться, да, и он не понимает, что нужно действительно именно вам. Это же влияет на ваши романтические чувства, да, потому что он вас совершенно не слушает в этом плане, да, то есть у вас нет диалога, и он совершенно вас не понимает. Он не понимает, чего вы хотите, да, почему вы этого хотите, почему вы не хотите также с ним туда-сюда вот так вот метаться. Понимаете? Так, давайте посмотрим его ожидания. Так. Ну, знаете, тут на самом деле в его ожиданиях, да, ему деньги вообще не особо важны, честно вам скажу, хоть все он потеряет, но зато будет, скажем так, счастлив. Да, счастлив в каком плане, что он делает, что хочет, делает, когда захочет, да, и что никто ему не указ. Но, видите, здесь, конечно, вы довольно разные люди, потому что он человек свободы, ему она очень сильно нужна, да, и в действиях, и он не ищет никакой стабильности. А вы же наоборот ищете стабильность, да, причем во всех делах. И в работе ищете, да, и где-либо в другом, скажем так, месте, да, в отношениях в частности. Поэтому здесь из-за разности вот этих вот ваших характеров, да, психотипов, здесь, конечно, мы прослеживаем вот именно такую ситуацию непонимания тотального в ваших отношениях, да, и это действительно, ну, попросту сложно будет исправить, да, потому что вижу, что вы просто, знаете, как говорят, плюс и минус должен притягиваться, да, но здесь, конечно, этого совершенно не происходит. Поэтому сейчас будем смотреть дальше, да. Давайте посмотрим главный камень вашего преткновения, да, что же вот именно такое происходит. Видите, вы переживаете насчет будущего, насчет денег, да, то есть переживаете, думаете, что если он не согласится, вы даже думаете о разрыве, да, потому что вы очень сильно разные люди. И, знаете, мужчина вообще живет конечно, на расслабоне полнейшем. Вам это также совершенно не нравится, да, потому что он не хочет отвечать на конкретные вопросы, да, он не хочет быть серьезным, он не хочет думать о семействе, да, он не хочет совершенно думать, а где жить, да, по сути, то есть что кушать. То есть его такие вопросы совершенно не волнуют, понимаете. Но здесь очень сильная разность между вами. И, если честно, вижу такую вещь еще, что мужчина попросту не вырос, понимаете. То есть действительно мужчина не смог вот преодолеть вот этот детский какой-то порог, да, психологический именно, и попросту вырасти, чтобы брать ответственность и понимать, что вообще происходит, да, и действительно понимать, что у всего как бы есть последствия, что нужно как-то жить, да, то есть он этого не видит. Так, может, можно как-то улучшить ситуацию, давайте посмотрим. Знаете, честно вам скажу, здесь нужно вам, конечно, быть чуточку умнее, да, понимать, что человека вы переделать все равно не сможете. Улучшить, да, можно чуток, там, опять же, разговорами, какими-то своими аргументами, да, то есть пытаться вот так человека переделать, но в остальном вы этого сделать не сможете,
понимаете? То есть здесь будет просто потраченная энергия зазря, впустую. И опять же ваши нервы. Поэтому здесь, знаете, вкроется что же и совет, да, подумайте, может быть, стоит все-таки от этого человека уйти, да, все-таки отношения, если не уверен до конца, может, стоит поставить на паузу, да, попробовать, например, пожить без человека и понять, так ли он действительно вам дорог. Потому что здесь ситуация показывает, что вы просто мучаетесь в этих отношениях из-за разности, да, из-за того, что невозможно договориться, но вы по какой-то причине вместе, да, то есть здесь ситуация именно такая. Совет давайте поподробнее. Ну, видите, здесь по совету устройте ему проверку. Да, почему-то Вселенная рекомендует устроить данному мужчине проверку, посмотреть, так ли вы ему сильно нужны, да, так ли он сильно готов за вас бороться и за вашу, в принципе, любовь. Да, такая вот проверка на верность. Небольшая, да, но она должна быть. То есть здесь вот уже на ваше усмотрение подумать, да, как это сделать. Да, но, тем не менее, его необходимо проверить. И дальше уже от того, что произойдет, вы сами поймете, оставаться с этим мужчиной или нет. Потому что от исхода как раз-таки проверки вы увидите, любит вас мужчина, готов он меняться или совершенно не хочет и не будет это все делать. Поэтому здесь выбор остается за вами. Если решите делать проверку, да, то дальше посмотрите и тоже как бы примите решение. Если же нет, ну здесь как бы опять же вам решать. Будет рутинность, будет дальнейшее недопонимание полнейшее, да. И для вас, конечно, это все будет очень тяжело. Не будет развития отношений совершенно. То есть, если сейчас не начать что-то вот это менять, да, в отношениях, то развития, к сожалению, не ждите. Да, то есть его попросту не будет. Поэтому, двоечки, дерзайте, да, подумайте, как это все сделать, да, и, ну, это попросту необходимо сделать, чтобы понять, да, куда двигаться для вас. Потому что вы сейчас застопорились в этих отношениях, и они, ну, судя по картам, не подходят для вас, по крайней мере. Поэтому, ну, постарайтесь, да, и сделайте выбор. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Буду рад вашей подписке. Также не забывайте ставить лайки, писайте комментарии. Также я есть в других соцсетях, да, все ссылки находятся в описании под этим роликом, и там же мой номер телефона. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.